Чё вылупился, а? Уже забыл, когда у самого баба была, что ли? Ничего он тебя приложила? Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Самолетом, поездом и автомобилем 1687 года Plane, Trains and Automobiles роуд-муви-комедия режиссера Джона Хьюза, Джоном Кенди и Стивом Мартином в главных ролях. Самолетом, поездом, автомобилем – одна из популярнейших 80-х и особенно горячо любимая в Советском Союзе комедия, которую снял выдающийся и культовый американский режиссер Джон Хьюз, «Кудряшка Сью» того года, «Клуб завтрак» 1985 года, по собственному сценарию в 1987 году. Блистательный актерский дуэт объединились мэтры комедийного жанра Стив Мартин и Джон Кенди. Их персонажи, два абсолютно непохожих человека, вместе пытаются добраться до Чикаго, но их путь будет ухабистым, комичным и непредсказуемым. Ты что, на меня злишься, да? Фильм «Самолетом, поездом, машиной», актеры и роли. Стив Мартин, Нил Пейдж, маркетолог. Джон Кенди, Дэл Гриффит, коммивояжер, продавец колец занавесок для ванны. Лайла Робин, Сьюзан Пейдж, жена Нила. Майкл Маккин, полицейский. Кевин Бейкон, пассажир такси в Нью-Йорке. Дилан Бейкер, Оуэн, водитель машины. Эдди Маклёрк, сотрудница службы проката автомобилей. Чёртовой матери, ну невероятно, как можно сломать сиденье? Когда я сидел, работало нормально, а теперь оно сломано. Ну как можно сломать сиденье в машине? Это невозможно. С тобой все возможно. Может, хочешь повезти машину? Нет, не хочу. Зачем ты так сделал с сиденьем? Вот. Не могу же я отвечать за какие-то погрешности в технологии. Вот так удобно. Очень удобно. Просто очень. Идея написать сценарий и снять фильм «Самолетом, поездом, машиной» пришла Джону Хьюзу, автору сценария и режиссеру, после перелета из Нью-Йорка в Чикаго. Самолет перенаправили в Канзас, так что дорога домой заняла у него 5 дней. На написание первого варианта сценария Planes, Trains and Automobiles у Джона Хьюза ушло 3 дня. В тот период на написание сценария у него в среднем уходило от 3 до 5 дней, после чего следовало его переписывание. В итоге выходило 20 с чем-то вариантов. В картине присутствует одна сцена, которая напрочь выпадает из этой в целом бесконфликтной семейной комедии – ссора со служащей из конторы по прокату автомобилей, где герои фильма «Самолетом, поездом, машиной» 1987 года произносят слово «фак» 18 раз. Из-за этого фильм получил рейтинг R МПА, а эту сцену при показе фильма по телевидению чаще всего вырезают. Я машину требую, блядь. Сейчас, блядь. Позвольте вашу квитанцию на прокат машины, а я ее выкинул, бля. Что? А то, бля, что ничего не выйдет, бля. В сценах в салоне самолета вновь использовали кадры из салона Боинга 707 и из фильма «Аэроплан» 1980 года, тоже выпущенного в киностудии Paramount Pictures. Сцены в аэропорту Сент-Луиса снимали зимой, но зима выдалась теплой, поэтому снег в аэропорт пришлось завозить. Стива Мартина, который вначале отказывался сниматься в комедии «Самолетом, поездом, машиной», переубедили 2 сцены, которые он прочел в сценарии. Сцена с автомобильными креслами и тирада с ругательством возле стойки аренды автомобилей. Дом героя Стива Мартина с 7 комнатами был построен на съемочной площадке Plane, Train and Automobiles 1987 года. На его строительство ушло 5 месяцев. Обошлось строительство в $100 000, руководство киностудии было в ярости. Джон Хьюз снял свыше 180 тысяч метров пленки, что почти вдвое больше среднего показателя для фильмов такой продолжительности. Дэл? А? Чего? Ты зачем меня поцеловал в ухо? А зачем ты держишь меня за руку? А где твоя другая рука? Да, между 2 подушками. Это не подушки. Известно, что Джон Хьюз старается застигнуть актеров врасплох, чтобы добиться от них ненаигранной реакции. После съемки нескольких дублей сцены знакомства героев Стива Мартина и Дилана Бейкера, он потихоньку велел Бейкеру плюнуть себе на ладонь, а потом уже пожимать руку Мартину. Мартин ничего такого не ожидал, он пожал Бейкеру руку и тут же бросился ее мыть, так Хьюз добился от него искренней реакции. По словам монтажера Пола Хирша, оригинальная версия фильма «Самолетом, поездом и автомобилем» была продолжительностью 3 часа 40 минут, которую они Джоном Хьюзом урезали до 2 часов. Эту версию используют для монтажа трейлеров к фильму «Самолетом, поездом, машиной», поэтому они содержат много удаленных сцен.
После тестовых показов фильм урезали до 1 часа 32 минут. По словам Хирша, 2-часовая версия фильма сохранилась, но где она, ему неизвестно. Это чехословацкая слоновая кость. Всего $5, прекрасно. Это знаменитая серьга из лунного камня. Они наполнены гелием, поэтому они очень легкие. Спасибо. Это с автографом Дела Стробера. Эти серьги придают вам такой более взрослый вид. Не то чтобы старый, но в общем, вполне можете сойти за 18 или за 19-летних. Во время поездки на автобусе Джон Кенди поет песню «Флинстоуны» 1960 года, которые были его любимым мультфильмом. Съемочной группе роуд-муви комедии с самолетом, поездом, автомобилем пришлось взять в аренду 20 миль железнодорожного полотна и ремонтировать старый подвижной состав, соорудить декорации аэропорта, придумывать эмблему и униформы компании по найму автомобилей и арендовать 250 автомобилей, так как существующие на рынке компании наотрез отказались рисковать собственным имиджем. В аэропорту Уичита, когда сотрудник авиакомпании объявляет о отмене рейса, на табло позади него видно, что пункт назначения никуда. В сцене мотеля фильма «Самолетом, поездом, машиной» по телевизору идет фильм «У нее будет ребенок» 1988 года, хотя на тот момент фильм еще не был выпущен. В обоих фильмах снимались Кевин Бейкон и Джон Кенди. Да, может попробуйте с самолетом, это куда быстрее, еще накормят бесплатно. Если бы мне захотелось посмеяться, то пошел с тобой в сортир и посмотрел, чем ты писаешь. Ну, так что, будешь мне помогать или будешь стоять здесь как туша в перчатках? Фильм «Самолетом, поездом и автомобилем». Сюжет. Нил Пейдж, Стив Мартин, специалист по маркетингу. Представив очередной вариант рекламной кампании, он стремится домой, к семье из Нью-Йорка в Чикаго на День Благодарения. Однако добраться оказывается нелегко, погода портится, самолеты не летят куда нужно, и часовое путешествие затягивается на несколько дней. В дороге он встречается со странным и нелепым человеком Делом Гриффитом, Джон Кенди, камевояжером, который продает кольца для душевых занавесок. Дэл и Нил поневоле становятся спутниками, так как оба направляются в Чикаго. Дэл на редкость не приспособленный к совместной кочевой жизни человек, и если бы не его врожденный оптимизм, то с ним было бы совсем тяжело. В пути они переживают целый ряд приключений, им даже приходится делить на двоих одноместный гостиничный номер. К концу путешествия Нил привыкает к чудачествам спутника и с некоторым сожалением в душе расстается с Дэлом, достигнув цели путешествия – вокзала в Чикаго. И тут он вдруг открывает главный секрет своего приятеля, который тот тщательно скрывал. Дэл бездомный, одинокий человек, а жена, о которой он часто вспоминает, давно умерла. Их совместное роуд-муви заканчивается тем, что Нил возвращается домой вместе с Дэлом, чтобы вместе со своей семьей отпраздновать День Благодарения. Прекрасно, поедем в Стадвилл. Поставьте на место. А ну давай, отбирай задницу, поставь сундук в грузовик. Он очень тяжелый, мы сами. Ничего, она справится. Она маленькая, костлявая, но сильная бабеха. Она когда первый раз рожала, у нее ребенок боком шел. Так она даже не пискнула. Фильм «Самолетом, поездом, машиной» 1987 года – одна из немногих американских роуд-муви комедий, в которой юмор не тупой. Фильм можно пересматривать и не один раз. У Стива Мартина и Джона Кенди сложился отличный актерский дуэт. Персонажа Джона Кенди даже жалко становится в финале истории, особенно потрясает сцена, когда герой Стива Мартина возвращается за ним. Джон Кенди сыграл в фильме «Самолетом, поездом, автомобилем» свою лучшую роль, на мой взгляд. Да и Стив Мартин играет не такого недалекого персонажа, как в других своих фильмах. Фильм Planes, Trains and Automobiles о доброте и сострадании, где главному герою, прожженному цинику Нилу, жизнь в конце концов преподает урок мудрости, и он меняется в лучшую сторону. Ты сказал, что едешь домой. Чего ты здесь сидишь? Я... У меня нет дома. Мари умерла 8 лет назад. Два популярнейших на тот момент комика Голливуда, Стив Мартин и Джон Кенди, создали в комедии с самолетом, поездом, машиной воистину незабываемый искрометный дуэт, вызывающий бурю различных эмоций, от безудержного смеха на грани истерики и до сопереживания к героям и преклонением перед их стойкостью и терпением. На вторых ролях также здесь засветились малоизвестные тогда Дилан Бейкер и Кевин Бейкон.
Нет уже в живых ни Джона Хьюза, ни Джона Кэнди, а в фильмах живет, по-прежнему актуален и, я уверен, будет еще радовать не одно поколение незадачливых путешественников, желающих передвигаться самолетом, поездом, машиной. Что-то у меня правое яйцо чешется, а это точный признак того, что в Чикаго нам сегодня посадку не дадут.